Массированный удар мести. В России анонсируют неделю атак по Украине. Отказ от территории, обращение Минобороны к Кремлю. Генерал пошел против Путина. Армия РФ идет в новую атаку. Прорыв границы. Штурмовики зашли на территорию Украины. Палки в колеса. Запад бьет по Зеленскому. Опубликованы новые данные, как европейцы и американцы были обмануты. Резонансный материал. Вызов Трампу брошен. Западная пресса пишет об романсе Путина и Моди. В чем суть? Удар по короне Зеленского. В Германии заговорили о капитуляции. Запад требует ареста Путина. НАТО впервые открывает огонь на поражение. А Долина сдается. Слезы в Москве из-за $1 миллиона. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время предкол». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Друзья, прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. И начиная с резонансного расследования, правительство Зеленского годами препятствовало работе наблюдательных советов по выявлению коррупции, что позволило этой коррупции расцвести пышным цветом. Об этом говорится в расследовании New York Times. Журналисты уточняют, что из-за таких действий администрации украинского президента в ключевых государственных структурах от Энергоатома до Укрэнерго и Агентства оборонных закупок появилась возможность для масштабных злоупотреблений. Хотя Зеленский публично обвиняет независимых членов советов в недостаточном надзоре. Расследование издания показывает, надзор не работал, потому что его сломала сама администрация Зеленского. Нью-Йорк Таймс пишет, когда российские войска вторглись в Украину, западные союзники Киева оказались перед дилеммой, как вливать миллиарды долларов в поддержку Украины и сделать так, чтобы эти деньги не разлетелись по кошелькам коррумпированных чиновников. Именно тогда США и Европа настояли на внешнем контроле и требовали, чтобы Киев допустил независимые наблюдательные советы следить за тем, кого, куда и как назначают. Однако в Киеве нашли, как обойти схемы европейцев и американцев. Администрация президента Зеленского наполняла советы лоялистами, оставляла места вакантными или вообще тормозила их создание. В Киеве даже переписывали уставы компаний, чтобы ограничить полномочия наблюдателей, сохранить полный контроль за государством и дать возможность тратить сотни миллионов долларов без посторонних глаз. Западные доноры знали о проблемах, но продолжали финансирование, опасаясь выглядеть как страны, бросающие Украину в разгар войны. Это создало и дало зеленый свет коррупционерам, пишут авторы расследования. В то же время всем уже известная НАБУ, которая взялась за ближайшее окружение Зеленского, теперь заявляет о новой схеме и группе людей в Киеве, которые наживались на грязных делах. Во главе этой группы оказалась часто критикующая Зеленского и его офис народный депутат Анна Скороход. Следствие заявляет, что за $250 тысяч она вместе с компанией предлагала некоему бизнесмену организовать наложение санкций Совета нацбезопасности и обороны на компанию-конкурента, то есть за деньги задавить конкурента. Напомню, что вводит эти санкции СНБО в конечном итоге сам Зеленский, и под них за годы войны попало немалое количество, в том числе и украинцев, которые, как заявлялось, работали на РФ. Далее фрагмент разговора Скороход с клиентами, снятого скрытой камерой. Ее голос на видео в рамках следствия изменен. Вы отдаете деньги, вам пишут 2 расписки, они у меня. Как только все происходит, мы их раз-раз порвали. Больше авансовый платеж я могу дать. Остальное я могу привести, когда этот вопрос закрыт или уже на финальном этапе. Украинские медиа уже подметили, что Скороход в тот же день, когда был снят разговор, а это сентябрь, в Верховной Раде рассказывала о ворах в стенах парламента, которые наживаются на строительстве фортификационных сооружений. На момент записи выпуска Скороход в своем фейсбуке подтвердила обыски в ее доме и заявила, что ей нечего скрывать, а в действиях следствия, учитывая контекст, она видит давление на оппозицию и попытку заблокировать ее политическую деятельность. Путин нанес удар по своим. В России национализировали имущество человека, который был государственным советником России первого класса. Это высший чин на гражданской госслужбе, который соответствовал воинскому званию генерала армии или адмирала флота. У бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова изъяли недвижимость, автомобили, драгоценности и антиквариат на сумму более $1 миллиарда. Такое решение принял Московский суд. Причина проста. В 1924 году генерал Иванов, занимавшийся квартирными вопросами военных, был задержан по подозрению во взяточничестве, а в июле 1925 года приговорен к 13 годам колонии по делу о растрате. На суде осужденный заявил, что большую часть недвижимости покупал не он, а его родственники и бывшая супруга. Как пишут российские СМИ, в итоге суд вернул старый Бентли экс-жене Иванова.
Путин и Моди бросают вызов Трампу. Встреча в Индии – это в равной степени шоу и реальная политика. Об этом пишет Bloomberg, анализируя то, что происходило в Нью-Дели. И о чересчур дружеских отношениях между Путиным и премьер-министром Индии, за которыми весь мир наблюдал последние 2 дня, есть своя цель, уверяют авторы материала. России нужны не только новые экономические сделки и безвиз с Индией. Путин и Моди, которые перед камерами вели себя как старые добрые друзья, стремятся показать свою стратегическую автономию перед США, давая понять, что Трамп им не указ. Официальные лица в Вашингтоне не должны удивляться такой дружбе, отмечает издание, однако Трамп, который наверняка видел кадры пышной встречи Путина в Индии, может оказаться в ярости. Издание называет отношения Путина и Моди бромансом, то есть очень тесной, дружеской, демонстративной, теплой связью между двумя мужчинами, но абсолютно не романтической и не сексуальной. Тем не менее, теплота встречи наверняка вызовет недовольство в администрации Трампа. Уже на следующей неделе американская делегация прибудет в Нью-Дели для очередного раунда торговых переговоров. Переговоры тянутся весь год без особого прогресса после того, как Трамп в августе ввел 50% пошлины на индийские товары. Американцам вряд ли понравится часть сделок, которые обсуждаются прямо сейчас во время визита Путина. В то же время Россия отправляет комплимент в Вашингтон. Помощник Путина Ушаков похвалил нового участника переговорного процесса, зятя Трампа, который прилетал в Москву вместе с Уиткофом. Ушаков назвал диалог конструктивно-дружеским. И новый человек подключился, я бы сказал, что он оказался весьма кстати, потому что к этому обаянию и дружелюбности Уиткофа он добавил элемент системности. Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер. На фоне разговоров о возможном мире в Украине Европа начинает признавать, Украине придется сдать территории, если она хочет мира. Об этом пишет Эль Паис. В публикации говорится, что украинским представителям европейцы дали понять, определенные уступки могут оказаться неизбежными. Против таких уступок России страны Балтии и Польша. При этом авторы пишут, что ни один из европейских союзников Украины публично не признает, что стране придется принести такие жертвы. Но эта идея начинает тихо распространяться как меньшее зло. Это цитата. Реальность, однако, в том, что среди коалиции добровольцев, поддерживающих Украину, все больше распространяется впечатление, что властям Киева придется сделать значительные уступки, чтобы закончить войну. Ключевой вопрос сейчас – какие гарантии безопасности США будут готовы предоставить в рамках соглашения, чтобы предотвратить новую агрессию Кремля, как отметил в разговоре с остальными лидерами сам Макрон, в словах, которые не были опровергнуты. Украина отвечает Путину, позиция Киева звучит вновь однозначно, сдавать территории никто не будет. Об этом накануне в интервью Sky News заявил главком ВСУ Сырский. Генерал дает понять, он идет против Путина до конца. Его обвинил в том, что тот использует попытку Дональда Трампа организовать мирные переговоры как прикрытие, пока российские войска пытаются взять новые территории. При этом дал понять, Украина готова к остановке войны по линии фронта. Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий. Все войны в конце концов заканчиваются. И, конечно, мы надеемся, что закончится и наша. И когда это случится, должен быть установлен справедливый мир. Для меня справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территорий. Это означает остановку по текущей линии соприкосновения. В то же время украинские военные признают, армия РФ идет в атаку, прорыв границы в Сумской области. Новая и частая тактика. Накануне штурмовики ВС РФ зашли на территорию Украины. Группу обнаружили еще при пересечении границы. Сначала наши операторы дронов уничтожили квадроциклы и багги, транспорт, который мог бы ускорить их движение и содержать боекомплект или провизию. А уже после этого была ликвидирована и пехота, рассказал Гайдащук. В России же параллельно заявляют, в пятницу 5 декабря под контроль РФ перешло 2 населенных пункта. Один в Донецкой области, другой в Запорожской. Украина потери не подтверждала. В то же время в России заявили о мести Киеву. Глава Чечни Кадыров записал обращение со знаком «Срочно» и заявил, что силы ВС РФ будут в течение недели наносить удары по Украине, как ответ на последнюю атаку БПЛА на Грозный.
Уже через несколько часов после публикации Кадырова и заявления об ударе возмездия в Украине завыла воздушная тревога. Один из масштабнейших ударов на этот раз был сконцентрирован не только на столицу. Летело по многим областям. Аэробаллистические кинжалы, Искандеры, БПЛА. Россия вывела 2 ракетоносителя в акваторию Черного моря с общим залпом в 14 калибров. Кроме того, подняла 7 самолетов стратегической авиации. Украинские мониторинговые каналы писали об ударах по энергетическим объектам. ТЭЦ, далее цитата, добивали объекты, которые мало трогали или не трогали вообще. На момент выхода выпуска это вся информация о последствиях. В то же время Украина атаковала территорию РФ. Под ударом была Рязанская область, в частности Рязанская НПЗ. Местные также писали о падениях БПЛА в районах жилой застройки. Объект НАТО под прицелом. Открыт огонь на поражение. Морская пехота заявляет о координированном ударе. Напряженная ситуация над сердцем ядерного щита Франции. Силы подняты по тревоге. Над бретонской базой Иль-Лонг, ключевым хранилищем французских ядерных подводных лодок и одним из самых охраняемых объектов натовского уровня, неизвестные дроны. Батальон морских стрелков элиты военно-морских сил Франции, отвечающий за защиту стратегических объектов, открыл огонь, применив штатные антидроновые средства. Издание «Le Figaro» уточняет, начато масштабное расследование, но вопрос, кто стоял за дронами, остается открытым. Во Франции уверены, эти полеты явно направлены на то, чтобы встревожить население. При этом не уточняется, были ли сбиты дроны. База Иль-Лонг – святая святых французского ядерного сдерживания. Ее охраняют 120 жандармов-моряков совместно с батальоном морских стрелков. Здесь проводится техническое обслуживание 4 атомных подлодок-ракетоносцев, одна из которых постоянно находится в море в рамках боевого дежурства. Удар по короне Зеленского. Жесткое обращение союзника Киева. Польша отправляет сигнал на Банковую. Глава МИД Польши Сикорский призвал Зеленского проявить инициативу и первым приехать в Варшаву для встречи с новым польским президентом Навроцким. Об этом он заявил в эфире польского радио. При этом Сикорский напомнил, что Зеленский довольно часто бывает в загранкомандировках по Европе и регулярно пересекает территорию Польши. Однако с Навроцким за все это время так и не встретился. Журналист напомнил министру, что по дипломатическим правилам президент, который дольше находится в должности, принимает младшего по стажу. На это Сикорский заявил, что война меняет правила и что корона бы не слетела с головы Зеленского. Настойчивое требование извинений, уважение в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение. Но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, когда он ехал через Польшу, попросил о визите в президентский дворец. Напомню, несколько дней назад президент Польши Навроцкий записал видеообращение, в котором потребовал, далее цитата, чтобы президент Владимир Зеленский выразил благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку, которую он получает от Польши. Запад требует ареста Путина и не откажется от этого, даже если наступит мир. Внезапное заявление Международного уголовного суда. Там отчитались. Ордера на арест Путина и еще 5 россиян, обвиняемых в военных преступлениях, останутся в силе даже в случае, если во время мирных переговоров вновь всплывет и получит одобрение пункт Трампа об амнистии. Прокуроры, курирующие расследование в суде, говорят, что для приостановки ордеров потребуется резолюция Совета Безопасности ООН. Напомню, МУС выдал ордер на арест не только Путина, но еще и на арест уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой, экс-министра обороны Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Москва не признает юрисдикцию МУС. Мы уже проводили расследования в других случаях, когда существовало мирное соглашение, и такое соглашение часто помогало нам в ходе следствия, поскольку создает хотя бы некоторый промежуток спокойствия, позволяющий собрать доказательства. Но в конечном итоге это не останавливает осуществление правосудия. Так мы наблюдали в других ситуациях. В Германии заговорили о капитуляции. Об этом говорит молодежь. Страну охватили протесты. Поводом стало недавнее решение Бундестага поддержать новый закон, предусматривающий обязательное анкетирование всех 18-летних парней на пригодность к службе и возможность ведения призыва в случае нехватки добровольцев. В эти дни о событиях в Германии пишут, вспоминая слова, которые буквально в октябре этого года прозвучали в эфире телеканала АРД, где также обсуждался воинский призыв. Тогда 18-летний юноша на вопрос, что бы он сделал в случае нападения на Германию, ответил: «Тогда я бы не хотел ее защищать», и дал понять, что легче капитулировать, а не воевать. Вспомнил при этом Путина. Вот как о событии писала немецкая пресса. Но далее молодой ганноверец проводит параллель с войной в Украине, которая сделает его известным за одну ночь. По его логике, украинцы, вступив в борьбу с Россией, не сделали себе ничего хорошего, им следовало бы лучше сдаться. Потому что жить во время войны значительно хуже, чем жить под властью Путина. Я бы предпочел, чтобы мной в Германии правил Путин, чем быть в состоянии войны в Германии.
Накануне организаторы заявляли, что протесты пройдут в 90 городах страны, а в Берлине протестующие вышли с плакатами и лозунгами «Нет воинской повинности», «Молодежь отказывается» и «Никакой рекламы смерти». На импровизированной сцене проходили выступления, в которых участники критиковали идею принудительной службы. То, чему там учат и что там делают, в крайнем случае сводится к тому, чтобы убивать других людей, а также самому умереть, если дойдет до войны. Мы не хотим, чтобы нас обучали войне. Мы не хотим, чтобы кого-то заставляли учиться убивать. Первые бункеры НАТО на границе с Ленинградской областью России появятся до конца этого года. Эстония приступает к установке защитных объектов на востоке страны. Работы начались с опозданием почти в год, отмечают эстонские СМИ. Страна НАТО анонсировала строительство 600 бетонных бункеров для военных еще в декабре прошлого года. И по данным Эстонского центра оборонных инвестиций, первые контракты уже заключены. В этом месяце планируется обустроить 5 подземных оборонительных сооружений. В силах обороны Эстонии подчеркивают, что бункеры предназначены прежде всего для защиты военнослужащих от прямых попаданий артиллерийских снарядов калибра 152 мм, которыми активно пользуется Россия. Долина признала поражение. Певица едва не расплакалась в эфире главного федерального канала и заявила, что вернет всю сумму 112 миллионов рублей, это более $1 миллиона, покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Певица назвала себя и Лурье пострадавшими и объяснила, почему больше года не комментировала ситуацию вокруг злополучной квартиры. Говорит, что сначала не понимала, что делать, потом следствие взяло с нее подписку о неразглашении, а в день оглашения приговора, утверждает артистка, ей было не до этого, она гастролировала. Но денег нет, подытожила Долина. Их она передала в свое время мошенникам, хотя тех ранее приговорили к тюремному заключению. Я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег. Но я сделаю все возможное. И я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме. Друзья, всем хорошего дня, спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.